Мы запланировали поездку в Бангкок. Наконец-то покинем остров, немножко вырвемся за его пределы. А то уже тут засиделись, совсем уже скоро будем эти, как отшельники. Выбираемся мы в Бангкок всего на 4 дня. Поэтому очень интенсивно составили себе расписание. Там и детей развлечем, и себя развлечем, пошопимся, короче, посмотрим. Едем паромом, потом на автобусе, а потом еще на такси до гестхауса, в котором будем жить. А мы VIP или не VIP? Тут VIP-рум. А мы какой рум, VIP или не VIP? Не знаю. И я не знаю. Здесь плыть совсем недолго с острова, но это, насколько я знаю, уже не Самуи. Это, наверное, мы Панган видим, хотя это не точно. Сейчас мы еще посмотрим с Денисиком, что у нас там на корме. Разный груз. Вот тут везут люди буйволов на материк. Вот тут какие-то бочки взрывоопасные наверняка. Ну и вот разные машинки. И там еще под нами, но, конечно, туда мы не полезем их смотреть. Что ты хотел показать? Иди показывай. А ну, пошли наверх. Что здесь вообще-то не очень здорово, потому что тут труба. Ну вот тут тоже можно сидеть. Ну тут никого нету, вот дурных нема. А вот эта труба, про которую говорил Витя, сейчас я ее покажу. Собственно говоря, вот эта дымящая байда. Ну отсюда, здесь можно даже позагорать, вон солнышко вышло. Ну что, Денис, пойдем дальше? Здесь вот всякие спасательные плоты, как бы все типа подготовлено, серьезно. А вот кондиционеры даже очень миленький стоит, цветочек в горшке, прям красота. На фоне после дождевого неба вода, конечно, контрастно выглядит очень красиво, такая голубая бирюзовая вода, класс. Вот эти трубы, которые из машинного отделения, вот здесь зачем-то на них висят вешалки. Я даже боюсь представить, для каких целей их повесили. Надеюсь, не сушить одежду, но от них жар идет. Такие красивые рисунки. Спускаемся. Вот тут такие вот машины. Вот оттуда они заехали и стоят. Да, и мы зашли вот по тем, как там Витя сказал, это называется, я уже не помню. Здесь каких-то животных должны перевозить. Ну, в общем, такой небольшой паромчик такой, интересненький. Машин много, а людей совсем мало. А среди этих людей, таких как мы, так вообще, по-моему, еще одни, а все остальные местные. Ну, при этом такая поездка очень экономная. Идем. А то вот тут некоторые деловые дети норовят сигануть. Вот совершенно спокойно, юху, туда, и поплыл назад на Самуи. Вот тут все местные. А таких как мы тут, вот еще одних я видела, туристов, мы не выходим. А нет, вот тоже вот есть, в общем, с такими вот рюкзаками. А мы налегке, мы без рюкзаков. Тут рюкзак ростом с Дениса. Ты как, Денис, доволен? Довольно. Ну, хорошо.
Когда Аня в начале путешествия сказал, что, мол, тут будет сейчас у кого-то морская болезнь. Про морскую болезнь речи вообще нет, он едет не быстро, он большой, идет совершенно ровно, прям не вызывая никаких у меня дискомфортных ощущений. Денисик, тебе здесь нормально? Ты уже не боишься утонуть? Не боюсь. Точно? Точно. Можно даже прыгать. Нам на кассе дали вот такие вот наклеечки. Здесь написано название парома, куда мы направляемся, и время отплытия. Типа по этим наклеечкам нас вроде как будут идентифицировать. Вот у Дениса тоже, у детей тоже наклеечки такие. Через 15 минут мы будем на месте. Мы уже совсем прям близко. Красиво же, ё-моё. Что такое? Почему так красиво? Здесь такой красивый Будда. Судя по тому, как мы его видим, он достаточно большущий такой. Не знаю, пойдем мы на него смотреть, будет ли у нас время. Не факт. А вот к такой вот ржавой штукенции мы швартуемся. О, вонять будет, надо уходить отсюда, потому что мне это с этим дымом мне вообще не по приколу тут. Оба! Чик. Это прямо снайперский момент. Надо ж... А? Плохо? Тебе надо снимать. А, стопэ, он не должен был его закинуть на фонарь. Мы в автобусе едем, дети кричат, а мы, насколько я поняла, здесь вообще сами. Ну, то есть на данный момент мы точно здесь сами. Автобус мы выбрали VIP. VIP это значит, мы только вчетвером здесь будем ехать, я так понимаю. Я боюсь представить, если мы выбрали вип-самолет. Нас вы тоже, что ли, вчетвером? Мы бы на частном кукурузнике, но только вчетвером. Сразу домой. Здесь пока вот просто практически бизнес-класс, откидываются под ноги, подкладочки, под спину, сиденья, практически лежим. Это очень, я считаю, круто. Детям будет просто супер, как маленькие кроватки. Туда вниз спуститься, там туалет. И там еще 8 сидений. Но мы решили, что мы там не будем. Там как-то очень тесно, мало места. Ну, сейчас я покажу. Вот здесь туалет, и чувствуется прям по запаху, что да, действительно здесь туалет. Вот тут, видимо, какая-то мини-кухонька. Вот потолок наверху, он как-то так немножечко давит. Поэтому мы решили сесть на втором этаже. Там, к тому же, еще очень красивый. Когда мы приехали в Бангкок, это было 5 часов утра, и нас совершенно неожиданно подорвали. Прям, грубо говоря, без предупреждения высадили где-то по центру какой-то улицы. Вокруг просто улица, домики, магазинчики и прочее. 5 часов утра это вообще неожиданно было очень рано, поэтому мы быстренько подсуетили и нашли гостиницу. Хотя было совершенно незапланированное заселение, мы не собирались. Мы думали, что когда мы приедем в Бангкок, то сразу после этого пойдем где-то потусим какое-то время и пойдем уже там смотреть достопримечательности. Но немножко физически не рассчитали силы, и поэтому самый удачный вариант, который нам попался среди прочих, это был Ибис отель, и, собственно, в нем мы и сняли номер. Thank you.
Ничто не бодрит лучше, чем кофе с утра. Поначалу, когда мы решили проинспектировать этот бассейн, мы глянули, Витя говорит: о, боже, бассейн-то грязный, вон вода какая мутная, но на самом деле здесь соленая вода. Так что прям практически чистое здоровье. Палас, по-моему, называется это место. Идем сейчас смотреть изумрудного Будду. Здесь очень много туристов, очень много китайцев, они очень шумные. Честно говоря, после нашего острова очень непривычно оказаться здесь, среди такой толпы людей и настолько высокой концентрации религиозных объектов на единицу площади. Поэтому мы слегка в шоке, скажем так. Вот там вот находится изумрудный Будда. Сейчас мы попробуем туда к нему попасть. Ощущение, что это базар, но на самом деле нет. Это люди оставляют обувь, так как в храм нужно заходить разутыми. Вот здесь вот перед храмом богиня Кун Ям. Вот это цветы лотоса тоже очень так тут канонично лежат. Вот. Ну и вот тут свечи зажигают. Мы тут послушали немножко гид, что внутри нельзя обычным людям зажигать свечи, поэтому все, если они не относятся к духовенству. Поэтому все, скажем так, обычные люди ставят вот всякие аромапалочки, зажигают здесь, возле этой богини. Мы зашли, посмотрели изумрудного Будду, как его здесь называют, Emerald Buddha. И что я хочу сказать? Мне чем-то он напомнил Мону Лизу в Лувре.
Вот, потому что, во-первых, он размером, он размером там 65, по-моему, сантиметров, что-то в таком духе. И получается, к нему, во-первых, большая очередь, достаточно там людно. Он находится практически под самым потолком. И если учитывать, что там достаточно высокие потолки, и там наверху где-то под потолком этот Будда, до него как бы очень далеко к нему рядом подойти нельзя. Все загорожено, там чуть-чуть ближе пускают верующих, причем только тайской национальности. Естественно, мы заделаться под тайцев никак не могли, но не суть, даже те верующие, которые попадают поближе, они все равно находятся от него достаточно далеко. То есть рассмотреть его близко unreal. Самое близкое — это, как мы смотрели, уменьшенную копию этого Будды, совсем уменьшенную, он вот такой маленький, в храме у нас на Самуи, там, где был смеющийся Будда и вот эта богиня многорукая Гуанинь. Вот как бы там вблизи можно было еще посмотреть, типа как бы копию, вот. А здесь тот, который сделан из цельного куска из цельного куска яшмы. Толком его и не видно, если там с той Моной Лизой можно было хоть как-то сфотографироваться в Лувре, там выстояв очередь, то здесь к нему подойти, во-первых, нельзя, а во-вторых, нельзя даже фотографировать, снимать видео, и более того, для тех, кто сильно жаждет, скажем так, я бы... Может быть, ладно, я не уверена, стала бы ли я экспериментировать, в общем, для тех любителей, которые плевать на правила, хотят сделать, там везде стоят военные и очень сильно бдят, поэтому что-либо снять, что-либо показать, это уже было бы просто, перебор, так что могу только на словах рассказать. Находясь в такой вот жарище, как здесь, жара очень сильная. Понимаешь, не очень крикливые эти китайцы, понимаешь, зачем у них вот такие постройки? Смысла? Такая крыша низкая, а внутри достаточно такие потолки нормальных размеров, позволяет здесь воздуху циркулировать таким образом, что он холодный здесь очень приятно находиться. Так что вот как-то Денис устал, отдыхает. Это достопримечательность под названием Гранд Пэлас. Даже мусорки здесь немножечко королевские. Прям такие китайские дядьки черноморы. Мы пока покидаем дворец. И, честно говоря, я устала. Если выбирать между посещением храмов на Самуи и в Бангкоке, рекоменд посещать на Самуи. Тут слишком уж туристично. Как вы думаете, он в шапочках? Серьезно? Серьезно. А так Подошел. вот ходят здесь вот такие вот солдафончики. Смена пажеского караула. И Витя приметил у него в ручках пакетик с мивиной. Так что такое? А что, солдаты, не люди, что? Вот так выглядела эта достопримечательность. Она на самом деле издали выглядит более интересно, чем когда заходишь внутрь. Особенность этого
дворца, этой достопримечательности в том, что на территории пускают исключительно строго согласно дресс-коду. Вот, и Вите пришлось купить штаны, потому что в шортах его просто не пустили. Девушек тоже в юбках и в шортах не пускают. Мы пришли в храм спящего Будды. Огромный Будда, который типа лежит. Это его локоть. Чик. По-моему, это реально самый большой Будда, которого мы встречали. Сейчас быстренько пройду. Да, Ник, я тут, если что. В конец храма. Остановимся возле ног Будды. Не трогать написано. Вот такой вот он. Огромный. Не передает весь масштаб камеры. Отдельно можно уделить внимание стопам Будды. Целое произведение искусства. Конечно, здесь не только храм этого лежащего Будды, здесь целый храмовый комплекс, и вообще на территории еще и школа, или, как сказать, обучает монахов. Мы видели маленьких мальчиков, монахов в одежде, и, в общем, здесь большая территория. Казалось бы, такой более простой храм спящего Будды понравился намного больше, чем Большой дворец. Ну, потому что здесь людей немного, здесь все-таки более умиротворенно, прям очень по-буддистски. Завечерело, и мы двигаем домой, и очень впечатляют, конечно, небоскребы и вообще соседство небоскребов в Бангкоке рядом с трущобами. Это такая очень восточные контрасты.